Фармакологическое действие. Мотрин– нестероидный противовоспалительный препарат. Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Показания. Болевой синдром слабой и умеренной выраженности. Невралгия, асалгия, миалгия, люмбошиалгия. Посттравматический болевой синдром, растяжение ушиба, сопровождающийся воспалением. Послеоперационная боль. В травматологии, ортопедии, гинекологии, челюстно-лицевой хирургии, головная боль, мигрень, алькодисменорея, аднексит, зубная боль. Симптоматическая терапия болевого синдрома при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в том числе бурсит, тендовагенит. В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний уха, горла, носа с выраженным болевым синдромом, фарингит, тонзиллит, отит. Лихорадочные состояния при гриппе и простудных заболеваниях. Препарат используется для симптоматической терапии, для уменьшения боли, воспаления и снижения повышенной температуры тела, и на прогрессирование основного заболевания не влияет. Способ применения и дозы. Принимать внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет. Таблетку следует принимать целиком, запивая достаточным количеством жидкости. Можно принимать во время еды. Для облегчения боли начальная доза составляет 500 мг. Затем, если необходимо, по 500 мг каждые 12 часов или по 200 мг каждые 8 часов. Обычная суточная доза, используемая для облегчения боли, составляет 500–1000 мг. Для снятия болевого синдрома при мигрени рекомендуется доза по 500 мг дважды в день. Однако лечение должно быть прекращено, если частота, интенсивность и длительность приступов мигрени не уменьшается в течение 4–6 недель. Для облегчения менструальных болей, болей после введения внутриматочной спирали и других гинекологических болей, аднексит, начальная доза составляет 500 мг. Затем, если необходимо, по 250 мг каждые 6–8 часов в течение 3–4 дней. Для симптоматической терапии болевого синдрома при заболеваниях опорно-двигательного аппарата бурсит, тендовагенит обычная суточная доза препарата составляет 500–1000 мг по одной или две таблетки дважды в день, утром и вечером. При использовании препарата в качестве жаропонижающего средства начальная доза составляет 500 мг. Далее, если необходимо, по 250 мг каждые 8 часов. Препарат не рекомендуется принимать в качестве обезболивающего средства более 5 дней без консультации с врачом. Если симптомы сохраняются, следует обратиться к врачу. Противопоказания. Гиперчувствительность к напроксену или напроксену натрия. Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов в период проведения аортокоронарного шунтирования, эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, цереброваскулярное кровотечение или иные кровотечения и нарушение гемостаза, выраженная почечная недостаточность, в том числе подтвержденная гиперкалиемия, прогрессирующие заболевания почек, угнетение мозгового кроветворения, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет. Особые указания. Не превышайте доз, указанных в инструкции. Для снижения риска развития нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта следует использовать минимальную эффективную дозу, максимально коротким курсом. Если боль и лихорадка сохраняются или становятся сильнее, следует обратиться к врачу. Пациентам с бронхиальной астмой, нарушением свертываемости крови, а также пациентам с повышенной чувствительностью к другим анальгетикам, перед приемом напроксена следует проконсультироваться с врачом. С осторожностью следует назначать пациентам с заболеванием печени и почечной недостаточностью. У пациентов с почечной недостаточностью необходимо контролировать клиренс креатина. При хроническом алкогольном и других формах цирроза печени концентрация несвязанного напроксена повышается
Поэтому таким пациентам рекомендуются более низкие дозы. Напроксен не следует принимать вместе с другими противовоспалительными и болеутоляющими препаратами, за исключением назначения врача. Пациентам пожилого возраста также рекомендуются более низкие дозы. Следует избегать приема напроксена в течение 48 часов до хирургического вмешательства. Применение напроксена, как и других препаратов, блокирующих синтез простагландинов, может влиять на фертильность, поэтому не рекомендуется женщинам, планирующим беременность. Условия хранения. Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте.